Творческий привет из Словении! Сегодня я покажу, как можно легко сделать бандовую подставку для свечи и баночка для безделушек. Вначале на силиконовый молд я наношу обычной кисточкой листовую поталь, распределяю ее хаотично по всей поверхности. Далее отмеряю акриловый полимер 71,5 грамм и 178,5 грамм минерального порошка Джейсмонит. Хорошо все промешиваю, чтобы не было комочков. Разливаю получившуюся смесь еще в 2 стаканчика. В каждый стаканчик добавляю цвета. У меня получился это синий и бирюзовый. В синий вливаю бирюзовый цвет, а после доливаю белый Джейсмонит. Затем палочкой провела в стакане восьмерку, чтобы цвета немного смешались друг с другом. Заливаю всю эту смесь в форму. Свечу-таблетку я смазала заранее воском. В форму крышка наливаю меньше половины смеси. Простучала. Жду немного отвердения материала и ставлю посередине широкую свечу. Чтобы материал не выталкивал эту свечку, я сверху поставила легкую баночку. Рекомендация. Из таких форм с изогнутыми и рифлеными краями вынимать изделие нужно как можно позже, чтобы ни один элемент не надломился. Высохшее изделие через 40 минут я аккуратно достала из молда. Можно посмотреть, вот такая получилась у меня симпатичная декоративная баночка. Вот. Дальше достала из формы крышку баночки. Несмотря на то, что свеча была заранее промазана воском, мне было тяжело ее достать целиком, целой. В итоге я достала ее палочкой. Чтобы свеча спокойно входила в отверстие, я прошлась наждачной бумажкой по краю. В итоге у меня получилась вот такая баночка в восточном стиле для безделушек, конфет, для чего угодно. А крышку я могу теперь использовать как подставку под свечку. Если вам понравилась такая идея, напишите, пожалуйста, в комментариях или поставьте лайк за старание. Подписывайтесь на мой канал. Следующие видео будут посвящены подаркам на Рождество. Пока-пока!